Есть такое мнение, что наша любимая часть Final Fantasy обычно та, что первой ввела нас во вселенную игры. Напомню, что только номерных частей уже 16 штук, и неудивительно, что с поразительным постоянством возникают споры на предмет того, какая же из них самая-самая. Каждая игра в серии имеет как своих преданных поклонников, так и игроков, категорически отвергающих существенные изменения и упорно доказывающих другим, чем же хороша их любимая финалка и почему же серия скатилась с очередным переосмыслением. Не знаю, к какому лагерю относитесь вы, могу говорить лишь за себя. Я начинал с 8 и 9 частей, но всем сердцем люблю серию в принципе. За атмосферу и персонажей, за особую душевную теплоту и уют. Я знаю, чего ожидать от новой игры, несмотря на, казалось бы, значительные изменения в ядре. Знаете, это как встретиться со старым другом через много-много лет, с которым вас развела жизнь. Вроде внешне изменился и черты некоторые поменялись, но в душе это все-таки тот самый дорогой тебе человек, и от этого становится так хорошо и уютно внутри. Когда выходил ремейк 7 Final Fantasy, честно признаюсь, не ожидал откровения от игры, учитывая, сколько времени ее разрабатывали и довольно сомнительный, как мне казалось тогда, переход на боевку в реальном времени. Смущало также то, что игру решили разделить на 3 части, типа, ну зачем? Чтобы деньжат побольше срубить на самой знаменитой части Final Fantasy или что? Были определенные вопросики, однако с выходом игры эти вопросики исчезли сами собой, все стало на свои места, включая вопросы, зачем же вообще игру нужно было делить, почему так долго, ну и так далее. Короче говоря, Final Fantasy VII Remake — это потрясающее переосмысление, от которого я получил искреннее удовольствие. Ну а раз первая часть потрясающая, неудивительно, что процент ожидания второй части зашкалил до небес. И сейчас Final Fantasy VII Rebirth — это самая ожидаемая игра первой половины года, ну как минимум для меня. Дорогие друзья, всем привет, вы на канале Платоси. На днях прошел State of Play, целиком и полностью посвященный Rebirth, и наконец-то можно в одном видео собрать всю доступную информацию по новой Final Fantasy. Ну а лично у меня давно не было такого приятного предвкушения от выходящей игры, я надеюсь, что вы со мной. Поехали! Вспоминаем, сколько примерно времени занимало прохождение Мидгарда в оригинальной игре. Ответ плюс-минус 8 часов. А сколько времени занял тот же эпизод в ремейке? Примерно 42 часа. Потрясающе насыщенных 42 часа. Если разработчики смогли выжать столько качественного материала из 8 часов, у меня возникает вопрос, а сколько же по длительности будет Rebirth? По слухам, это будет что-то в районе 100 часов. Так что начнем с очевидного, игра будет огромной. Те, кто проходил первую часть ремейка, помнят, на чем мы остановились. Клауд и компания покинули Мидгард, и их взор устремлен к новым горизонтам и приключениям. В отличие от того же Мидгарда, который был довольно закрытой областью по понятным причинам, эти новые горизонты просто огромные, включающие в себя разнообразные открытые локации, города и поселения как из оригинальной игры, так и совершенно новые. Как и в первой части ремейка, разработчики взяли эти оригинальные локации и по максимуму их доработали, расширили и преобразили, при этом сохранив узнаваемость и все ключевые особенности. Карта состоит из нескольких регионов, которые бесшовно соединены между собой. Grasslands — регион, расположенный южнее Мидгарда, в нем мы, собственно, и начинаем свое приключение. Регион Джунон, где расположена столица с таким же названием, это символ военной мощи Шинера. Регион Карел. В северной его части находится курортный городок Коста-дель-Сол, а в южный — парк развлечений Gold Saucer. Регион Кангага, там можно посетить родной город Зака и осмотреть останки старого Мака-реактора. Регион Каньон Космо — это место уже родные края для Реда 13. Регион Нибель, где расположен особняк Шинера. Ну и также не будем забывать и центральную зону карты — океан Меридиан. Его, конечно же, можно будет исследовать в том числе. Впечатляет, согласитесь. В оригинале как мы передвигались по карте? Вот так вот. А в новой игре каждый из регионов получил полноценное воплощение в форме полуоткрытого мира. Большинству избранных журналистов давали поиграть лишь в первом регионе Grasslands. И все сходятся во мнении, что только в одной этой первой зоне можно провести часы, изучая все то, что приготовили разработчики. Ну, во-первых, город Калм. Как же здорово разработчики воплотили его в жизнь. Он просто потрясающе выглядит и дышит жизнью. На улицах много людей, торговцев, все занимаются своими делами, город выглядит по-настоящему живым. Нас ждет множество диалогов на улице, которые можно послушать, множество мест, куда мы можем залезть, отыскать скрытые предметы, квесты, ну и все в таком духе.
Да и по городу просто приятно прогуливаться, наслаждаясь атмосферой, с любовью воссозданными уютными улочками, прилавками магазинов и ресторанчиками. Я очень люблю такое. Если локация сочится атмосферой, то очень здорово представлять, что ты там сейчас находишься. Неспешно гулять по городу, вращая камерой, слушая диалоги, красивую музыку, шум улицы и наслаждаясь красотой окружения. И я уверен, что каждая ключевая область в мире Final Fantasy будет воплощена с таким же вниманием к деталям. В городе Калм нас знакомят с первой ключевой особенностью новой игры – это взаимодействие с друзьями из команды. То есть у нас будет полноценная система отношений между персонажами в духе Persona. Пока непонятно, конечно, как эта система отразится на концовке игры и отразится ли вообще, но поигравшие отмечали то, что развитие взаимоотношений влияет как на геймплей, так и на развитие сюжета. Чем больше вы проводите время с друзьями в городах, выполняете их просьбы и ходите на свидания, тем больше укрепляется связь с ними, которая, во-первых, повышает общий уровень команды, который уже в свою очередь открывает новые скиллы. Ну а во-вторых, игра намекает, что подобные взаимодействия могут существенно изменить фрагменты основного сюжета. Зачатки этой системы были и в первой части ремейка, однако во второй, как это произошло и со всеми остальными аспектами игры, система взаимоотношений получила буст в масштабе и проработке. Приводит в пример диалог Сейрит, которая приглашает Клауда на свидание, и от вашего ответа будет зависеть, в какую сторону сдвинутся грани в нашем любимом классическом любовном треугольнике. Подобные взаимодействия будут случаться со всеми вашими друзьями, а не только с девушками, конечно. Звучит крайне интригующе, учитывая фокус на проработке характеров персонажей в ремейке. Также одной из первых вещей, с которыми нас знакомят в самом начале игры, прямо на выходе из комнаты, выдав в руки стартовую колоду, это новая для Final Fantasy VII игра Queen's Blood. Как мы все знаем, со времен Гвинта из Ведьмака, почти каждая уважающая себя игра в открытом мире пытается добавить свою версию коллекционной карточной игры, и Rebirth не исключение. Как и в Ведьмак 3, в мире Final Fantasy есть множество желающих помериться толщиной колоды с Клаудом. Ну а одержав победу, мы получим новые мощные карты, их также можно будет покупать и находить при исследовании, конечно. Ну и вроде как есть какой-то внутренний турнир, в котором мы, само собой, сможем поучаствовать. Объяснять правила игры не буду, скажу лишь, что, как и в любой увлекательной карточной игре, за внешней простотой скрываются элементы тактики и глубокой стратегии. Журналисты сходятся во мнении, что играть интересно, и времени, инвестированного в колоду, не жалко. Да и сам режиссер Final Fantasy VII Rebirth называет Queen's Blood своей любимой мини-игрой, несмотря на то, что этих самых мини-игр тут великое множество. О них мы поговорим немного позже. Что же еще есть в городах? А еще там есть книжные лавки магната Books. Здесь можно прокачать так называемые фолиос, которые чем-то напоминают систему прокачки сфер Grid из Final Fantasy X, только не такую разветвленную. Она нужна, чтобы улучшить какие-то показатели или выучить новые способности у персонажей, такие как синергия, например. Это довольно мощная и полезная комбо-атака, которую выполняют два персонажа. Выглядит супер круто и эффектно. Практически каждый персонаж из команды может выполнять эти синергии с другими героями. Они разные по эффектам и урону, и думаю, будет довольно интересно миксовать эти способности в зависимости от ситуации. Ведь синергия — это не только про урон. Это также различные бафы, лечилки, заполнение шкалы Limit Break, ну и прочее. Как только заполняется соответствующая шкала синергии под индикатором здоровья героя, мы можем обрушить на противников впечатляющий урон и существенно заполнить стаггер-шкалу. В оружейных магазинах мы, конечно, можем покупать новое оружие и прокачивать его уровень прямо из главного меню. Разработчики неоднократно повторяли, что больше всего они хотели дать игрокам свободу выбора в прокачке и кастомизации своего собственного стиля игры. Тот же Cloud, к примеру, теперь может более гибко примерять на себя разные атакующие или защитные роли с помощью прокачки оружия и используемых материй в нем. Также этому способствует система Folios, о которой мы говорили ранее. Грубо говоря, мы сможем настроить каждого члена команды под себя до самых мелочей. Это просто отлично. В первой части ремейка приходилось иметь дело с тем, что дают. В Rebirth свободы точно будет больше в этом плане. Плюс к этому добавление новых персонажей в команде, таких как Юфи, Кейт Сид и Red 13, существенно разнообразит сражения. За Юфи нам давали поиграть в дополнении Intergrade, с нею все понятно. Red 13, по отзывам журналистов, получился крайне интересным бойцом со своими уникальными системами Rage и Vengeance, ну а также собственным стилем сражения.
По поводу кота пока мало информации, но скучать во время столкновений с противниками не придется, это совершенно точно. Каждый найдет комбинацию персонажа для себя. Ну а что касаемо персонажей, то теперь у нас будет 3 пресета для группы. То есть можно создать один пресет с героями для дальнобойной магии, другой для близкого боя, ну и так далее. Это простая и чрезвычайно удобная функция, на мой взгляд, для более комфортного исследования потрясающего мира Final Fantasy VII Rebirth. Окей, с городами и механиками более-менее разобрались, ну а что же все-таки происходит, когда мы покидаем город? Когда происходит этот классический момент. Открывается дверь, добро пожаловать в открытый мир, Эйрит такая: вау, какое все красивое, большое и зеленое. Много вопросов было по этому поводу, да и в принципе все еще есть отчасти, ведь полноценно поиграть давали лишь в одном регионе Grasslands. И этот аспект, наверное, больше всего беспокоил поклонников. Как же играется открытый мир? Насколько он открытый? Что там можно делать? Интересно ли исследовать окрестности, сражаться, ну и так далее? На эти и другие вопросы мы попробуем с вами ответить, основываясь на мнениях и превью счастливчиков, уже поигравших в игру на специальных ивентах. Но прежде всего можете выдохнуть. Открытый мир получился насыщенным и интересным. И передвигаться по нему можно без ландшафтных ограничений. Герои научились прыгать, залезать практически на любые уступы, плавать, карабкаться на скалы и так далее. Для чего это нужно, спросите вы, кроме удобства перемещения? Ну а для того, что мир игры насыщен всякими секретными местами, сундучками, которые просто так не возьмешь. Еще попробуй доберись до них, решив ландшафтную загадку. Плюс к этому у каждого из героев есть собственные способности, помогающие исследовать мир. Барретт стреляет по преградам. Юфи ловко преодолевает пропасти на канате. У Тифы есть крюк-кошка. Ред 13 карабкается по стенам. Кейт Сид поднимает и бросает предметы. Ну а Эйрит взаимодействует с жизненным источником. Однако, едва оказавшись в открытой зоне, некоторые поигравшие забеспокоились, что пространство вокруг выглядело пустым. Но эти опасения быстро развеялись, стоило лишь немного освоиться. На пути встречаются небольшие поселения и фермы, каждая со своими уникальными жителями и историями, квестами и поручениями. Даже просто прогуливаясь по округе, можно встретить персонажа без какой-либо иконки над головой, который запустит интересную сюжетную вставку или квест. Противников в открытом мире немного, это не будет выглядеть как в какой-нибудь ММО, где они появляются через каждые 10 метров. Все на своих местах и в своих зонах обитания. Можно встретить как рядовых врагов, так и мини-боссов, над которыми придется изрядно попотеть. Довольно скоро мы получим квест на поимку Чокобо, и после этого игра еще больше преображается, ведь их тоже можно кастомизировать, обвешивая броней и прокачивая их параметры, что отразится не только на внешнем виде, но также и в способностях. Пернатые могут летать, забираться по скалам в труднодоступные места, ну и так далее. Забавно наблюдать, как Ред 13 катается на Чокобо, но режиссер игры сказал, что все четко, поверим ему на слово. Управление Чокобо называют довольно удобным и отзывчивым. Гонки на них в качестве мини-игры и разные активности тоже, конечно же, будут, кто бы сомневался. Вернулся также наш старый знакомый Чадли. Как и раньше, мы помогаем ему в исследовании мира, и неунывающий парень дает нам различные задания, такие как приручать Чокобо, поиграть с муглами, отыскать призывающие кристаллы и сразиться с боссами, чтобы получить их в качестве материи. Исследовать колыбели жизни, которые дают информацию о истории и экологии определенной зоны. Я перечислил лишь малую часть поручений Чадли, заняться совершенно точно будет чем. Ну а взамен мы получим информацию о мире и лоре, новой материи, а у персонажей прокачаются их отношения. На самом деле это касается всех активностей в игре. Разработчики постарались построить геймплей и исследования таким образом, чтобы игрок ощущал реальную пользу от того, чем они занимаются вне основного сюжета. Даже система собирательства стала гораздо продуманнее, чтобы у игрока был интерес к луту, который не лежит скопом в инвентаре, а используется напрямую или пригодится позже для крафта и всякого такого. Прикол, кстати, в игре будут юбисофтовские вышки, активировав которые мы все знаем, что произойдет. Также у Чадли есть один как бы глобальный квест. Это собрать все прото-реликвии, разбросанные по всему миру.
Ну а благодаря этому мы получим какую-то супермощную материю, предположительно это самый мощный призыв из оригинальной Final Fantasy VII Knights of Round. Но это лишь предположение, ответ мы узнаем лишь когда игра выйдет. Не будем забывать, что Клауд наемник, а наемники берут работу у обитателей мира Final Fantasy. Дополнительные квесты теперь называются «Странные работы» от Jobs. И вдохновение для них разработчики черпали в неизменном источнике вдохновения – Ведьмак 3. Получились ли все квесты такие же разнообразные, глубокие и продуманные, мы узнаем уже на релизе. Ну а те, которые удалось опробовать журналистам, вполне себе хороши. Они совершенно точно не такие пресные, как некоторые особо душные квесты из недавней Final Fantasy XVI. Кстати говоря, в уже посещенные регионы можно будет вернуться, если вы не закончили там какие-то квесты или активности, что, несомненно, радует. Несколько слов о мини-играх. Несмотря на то, что некоторые из них привязаны к исследованиям Чадли или дополнительным квестам, большинство доступны также в открытом мире и в знаменитом парке развлечений Golden Saucer. Например, популярный 3D-броулер, G-Bike и гонки на Чокобо. Как говорили в ролике на State of Play, многие из уже засветившихся в оригинале мини-игр были освежены и переделаны, а некоторые появились совершенно новые. Как можно видеть на мелькающих кадрах, их будет довольно много. Ну и не забываем про карточную игру Queen's Blood, о которой мы говорили ранее. Ну а что там с сюжетом? Здесь даже и говорить нечего. Все будет просто отлично, опираясь на опыт предыдущей игры и на сильную основу оригинальной Final Fantasy VII. Единственный вопрос, изменят ли разработчики кардинально ту самую ключевую сцену, о которой говорить вам не буду, конечно, это лютейший спойлер. Кто знает, тот знает. Вольности с сюжетом были и в первой части ремейка. Решатся ли японцы на такой еще раз? Вопрос, ответ на который мы узнаем лишь когда Rebirth появится в продаже. После State of Play, посвященной непосредственно Final Fantasy VII Rebirth, в сети появилась демка начала игры, это флешбэк событий Нибельхейма. И, друзья, первое, что взрывает мозг после запуска демки, это то, как же потрясающе выглядит игра. Можно часами смотреть ролики на YouTube в 4К, но это не даст понимания, как же фантастически ощущается новая финалка на экране телевизора. Первая часть ремейка уже выглядела отлично, особенно учитывая выход на прошлом поколении консолей. Ну а Rebirth совершенно точно будет одной из самых красивых игр этого поколения. Невероятно удались кат-сцены. До сих пор не верится, что мы с вами наблюдаем уровень графики мультфильма Advent Children на своих домашних консолях в реальном времени. Ну а может быть даже и лучше, честно говоря. Режиссура, постановка — это что-то с чем-то. Лицевые анимации, физика волос — просто отвал башки. В детстве я даже мечтать о таком не мог. За счет быстрых SSD, загрузки, понятно, что моментальные, текстурки четкие, но все как положено. Есть большая вероятность, что аналог знаменитой двери из первой части мы не увидим, хотя было бы классно, если бы ее оставили в качестве пасхалки. Даже NPC теперь сделано здорово. Как бы кто ни относился к графике, я считаю, что хороший визуал — это все-таки чистое эстетическое удовольствие. В открытом мире, конечно, можно найти плохо детализированные камушки какие-нибудь, но общее впечатление от картинки — мое почтение. Что касается производительности, то есть два режима. Это классический уже для консолей 30 кадров в секунду в 4К и режим на 60 кадров в секунду. Разрешение невооруженным глазом в нем что-то в районе 1080p. Выглядит мутновато, по правде говоря, но к этому глаз быстро привыкает. В демке особых просадок кадров нет, но уверен, это изменится с выходом в открытые зоны, как видно на первых видеоанализах. В деталях уже посмотрим в обзоре от Digital Foundry. Главное, что выбор есть. А там уже каждый игрок выберет предпочтительный для себя графический режим. За музыку отвечают легенды Final Fantasy Мицуто Сузуки и Масаши Хамаазу. Мы уже удостоверились в том, с какой любовью и уважением отнеслись к музыке в первой части ремейка. Но за Rebirth переживать явно не стоит. Старые треки были перезаписаны и переаранжированы, а учитывая количество новых локаций и сценариев, то свежей музыки тоже записали огромное количество. Как говорят разработчики, в игре будет около 400 новых треков. Впечатляет, что сказать. Озвучка тоже наверняка будет на самом высоком уровне. Впервые за не знаю сколько лет я проходил японскую игру, первую часть, не с японской озвучкой, остановился на английской. Настолько хорошо подобрали голоса под персонажей, да и сыгранные роли были просто феноменальны. Ну что же, подведем итог. Разработка первой части ремейка была очень трудоемкой, долгой и непростой. Разработчикам нужно было адаптировать новый движок,
Нужно было придумать, как же будет играться и ощущаться игра. Нужно было сделать все практически с нуля, да еще тысячи мелочей, о которых мы можем только догадываться. Результат тогда превзошел все ожидания. И в конечном счете для второй части ремейка уже была полноценная база, которую можно было только кропотливо развивать, вширь, вглубь и в масштабе. Каждый аспект игры был улучшен и расширен, все доведено до совершенства настолько, насколько это вообще было возможно. Нас ждет одна из лучших игр этого года. Красивая, увлекательная, большая, ну и как все Final Fantasy, чрезвычайно уютная и душевная. У меня нет в этом никаких сомнений. В PSN уже есть возможность загрузить демку игры с флешбеком Нибельхейма, с играбельным Сефиротом, кстати. Это довольно линейный отрезок игры, где можно оценить боевку, графику и работу с сюжетом. А 21 числа добавят открытый мир с активностями, чтобы уже точно не осталось никаких открытых вопросов и сомнений, а стоит ли покупать игру. Полная версия выйдет 29 февраля, пока что эксклюзивно на PlayStation 5. Позже, конечно, будет и на ПК, как и в случае с первой частью. Рекомендую также посмотреть замечательное интервью с режиссером Rebirth, где этот харизматичный японец отвечает на 129 вопросов по новинке и серии Final Fantasy в принципе. Оно забавное и веселое, не упускайте такое сокровище, ссылка появится вверху. Ну а на этом у меня на сегодня все, спасибо огромное за просмотр, если вам нравится, что я делаю, то конечно же не стесняйтесь поддержать лайками, подписками, пишите комментарии, ну и всякое такое. Это будет безумно приятно лично для меня, а также поможет развитию канала. Увидимся в следующем видео, пока!